Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. После миграции 90-х и начала 2000-х Германия подошла к границе серьезных социальных изменений. Сегодня выросло третье поколение мигрантов. Напомню, им 25-35 лет, у них немецкие дипломы и право голоса. Одни уже входят в средний класс, другие остаются в районах, где выбраться становится все труднее. И это происходит в тот момент, когда Фридрих Мерц говорит о нехватке работников внутри страны и о том, что экономике нужны новые люди. Урсула фон дер Ляйен уже обсуждает, как перераспределять рабочую силу внутри Европейского Союза, потому что Германия сама не справляется. И это еще не все. Снова активно всплыли новые реформы пенсионной системы Германии. Сейчас пенсия в 67 лет, а вот если брать на практике, то каждый год раньше означает пожизненный минус в выплатах. Люди уже сейчас считают, что им делать, тянуть до конца или уходить на пенсию раньше и жить на урезанные деньги. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Берлине снова заговорили о том, что происходит с детьми и внуками мигрантов, приехавших в Германию в 1990-х и начале 2000-х годов. Вы видите, что прошло 20-30 лет после первой волны, и сегодня это уже взрослые люди. Им по 25-35 лет, они, соответственно, получили образование здесь, в Германии, также работают и даже голосуют здесь. Напомню, что после расширения Европейского Союза в 2004 году и на фоне балканских и ближневосточных кризисов Германия приняла сотни тысяч новых жителей. Тогда федеральное правительство сначала при Герхарде Шрёдере, а затем при Ангеле Меркель делало ставку на рынок труда и школьную систему как главный механизм включения. Логика была, можно сказать, экономическая. То есть, если дети выучат язык, получат дипломы и станут частью среднего класса. Сейчас мы с вами уже можем посмотреть на результат. В крупных городах, например, Берлине, Кёльне, Гамбурге, третье поколение уже формирует заметную долю молодых специалистов. В университетах все больше студентов с турецкими, арабскими и польскими корнями. Кстати, среди самозанятых и владельцев малого бизнеса эта динамика еще заметнее. Кафе, логистика, IT-сервисы, строительные компании. Мы с вами видим, что фамилии изменились, но налоги-то платят в немецкий бюджет, и это факт. Приведу сразу пример. 29-летняя Айдлин из Гессена – это дочь семьи, приехавшей в 90-х. Она окончила технический университет и работает инженером в автомобильной отрасли. Ее доход выше среднего по региону, ипотека оформлена в немецком банке, дети ходят в муниципальный детский сад. То есть мы видим, что это интеграция через образование и рынок труда. Но есть и другая сторона. В отдельных районах Рурской области и Берлина доля молодых людей без профессионального образования остается заметно выше, чем в среднем по стране. У них сегодня в Германии работы временные, доход нестабилен, социальная мобильность ограничена. Социологи сейчас говорят о кластеризации, то есть когда семьи десятилетиями живут в одних и тех же кварталах. Дети растут в узком социальном круге, и, соответственно, горизонт возможностей сужается. И это еще не все. Политическая активность тоже меняется. Мы с вами сегодня наблюдаем, что даже в Бундестаге все больше депутатов с миграционным прошлым. И это видно по спискам партий, от социал-демократов до консерваторов. Одновременно и усиливаются такие силы, которые строят свою политику на теме замкнутых обществ. Вы понимаете, о ком речь? Канцлер Фридрих Мерц в своих недавних выступлениях подчеркнул, что Германия нуждается именно в квалифицированных кадрах и не может позволить себе потерю образовательного потенциала внутри страны. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о необходимости общеевропейских стандартов интеграции и признания дипломов, чтобы мобильность внутри Европейского Союза работала эффективнее. То есть, если ваш диплом признан в Германии, то он будет действовать и в других странах Европейского Союза. Хочу напомнить вам, что исторически Германия уже проходила похожие этапы. Помните, в 1960-х годах приглашенные рабочие из Турции считались временным явлением, но через десятилетия их внуки стали частью городского среднего класса. Сейчас ситуация намного шире и сложнее по происхождению, но механизм тот же. Сегодня образование определяет траекторию. И обратно же, мы с вами должны понимать, что ключевая сейчас экономика. Если третье поколение массово входит в квалифицированный сектор, это поддержка пенсионной системы и налоговой базы. Если же формируются устойчивые вот эти вот кварталы с низкой занятостью и слабой образовательной динамикой, нагрузка на социальные бюджеты сохраняется на десятилетия. Есть еще один пример. 34-летний Самир из Дуйсбурга открыл транспортную компанию, нанимает 18 сотрудников и работает с промышленными заказчиками. Он говорит прямо, цитата:
Я вырос здесь и хочу, чтобы мои дети конкурировали на равных. Его бизнес сейчас это тоже часть немецкой экономики, но вот в соседнем районе уровень безработицы среди молодежи остается в двухзначных процентах. Поэтому сегодня, скажем так, центр внимания сместился на то, как распределяется образование, доходы и политическое участие внутри третьего поколения. Это и определит, будет ли Германия в дальнейшем получать новый средний класс через поколение и, соответственно, наполнять бюджет страны. Следующая новость одна из самых важных. Хочу еще подробно разобрать пенсионную тему в Германии сегодня, потому что она напрямую касается каждого, кто работает и рассчитывает когда-нибудь уйти на заслуженный отдых. Сейчас вы знаете, что официальный пенсионный возраст в Германии для большинства доведен до 67 лет. Это касается тех, кто родился после 1964 года. При этом система устроена таким образом, что если человек решает уйти раньше, он автоматически получает уменьшенную выплату. Объясню конкретно. За каждый месяц досрочного выхода пенсия сокращается на 0,3%. Если человек выходит на 2 года раньше, это минус 7,2% пожизненно. Давайте на наглядном примере. 62-летний Вальтер из Нижней Саксонии проработал более 40 лет на складе логистической компании. Его расчетная пенсия бруто составляет примерно 1800 евро в месяц. Если он решит выйти на 2 года раньше официального срока, его выплата сократится примерно на 130 евро в месяц. За 20 лет, будучи на пенсии, это более 30 тысяч евро недополученных денег, и это без учета роста цен. Мы с вами понимаем, что при нынешних расходах на жилье, страховки и коммунальных услуг такие потери уже чувствуются очень жестко. Теперь давайте не останавливаться и дальше посмотрим на тех, кому сегодня 40-50 лет. Напомню, что государственная пенсия сейчас в Германии покрывает примерно 48% от среднего заработка. Это означает, что человек, получавший 3000 евро в месяц, может рассчитывать примерно на 1400-1500 евро до вычетов. После обязательной медицинской страховки сумма будет, конечно же, ниже. И вот сейчас начинается самый острый момент. Чтобы сохранить привычный уровень жизни, человеку необходимо формировать частные накопления. Если вы, как мои постоянные зрители, будете откладывать по 100 евро в месяц под среднюю доходность около 4% годовых в течение 35-40 лет, вы сможете накопить капитал в диапазоне 70-90 тысяч евро. Мы с вами понимаем, что далеко не каждый из вас может регулярно откладывать такие суммы ежемесячно, особенно при росте цен и налоговой нагрузки. А я напомню, что в Германии исторически немецкая пенсионная система строилась на принципе солидарности поколений, то есть работающие содержат пенсионеров. Да, действительно, такая модель хорошо работала в те 1960-е, 1980-х годах, когда на одного пенсионера приходилось значительно больше работающих. Сейчас ситуация совершенно иная. Население стареет, пенсионеров в Германии с каждым годом становится больше, продолжительность жизни увеличивается, сейчас, напомню, она уже более 80 лет, а нагрузка на бюджет растет. Я хочу сразу привести еще один пример. 45-летняя Сабина из Северного Рейна-Вестфалии работает бухгалтером в средней компании. Она уже несколько лет инвестирует через частные пенсионные программы и фонды, потому что понимает, что государственной пенсии будет недостаточно. При этом она опасается рыночных рисков, потому что, помните, те кризисы 2008 и 2020 года, они показали, как быстро могут обесцениваться активы. И сейчас перед многими из вас возникает главный вопрос: что делать? Работать дальше или сейчас начать накапливать больше? Также важно, если человек остается на рынке труда до 67 лет, он получает полную пенсию без сокращений. Более того, каждый дополнительный год работы после установленного возраста увеличивает размер будущей выплаты. Но мы-то с вами понимаем, что на самом деле не все профессии позволяют работать дольше. Люди физического труда часто просто не выдерживают нагрузку. В этом и заключается главное разногласие. С одной стороны, государство постепенно повышает возраст и стимулирует более долгую занятость. С другой стороны, рынок труда не всегда готов предложить стабильные условия для работников старшего возраста. Я напомню, что до 2000-х годов пенсионный возраст в Германии был ниже, а, кстати, уровень выплаты относительно зарплаты, наоборот, выше. Но демографические изменения заставили власть менять правила пенсионной системы. После 2002 года начались реформы, которые постепенно снижали тот коэффициент замещения и увеличивали возраст выхода. В итоге, сегодня в Германии каждый работающий фактически должен сам рассчитывать, сколько ему нужно накопить, чтобы компенсировать ту разницу между доходом в активном возрасте и будущей пенсией.
Поэтому, когда мы с вами сейчас говорим о пенсионной стратегии, мы должны понять конкретные цифры. Сколько лет вы готовы работать, сколько сможете откладывать и какую часть ответственности за свою старость вы берете на себя. А как это ударит по семейным бюджетам в ближайшие 10-20 лет, мы увидим с вами уже совсем скоро. На этом пока все. Спасибо за просмотр.